Привет! Видео без лишних слов и тот самый долгожданный свадебный педикюр, который не влез в туфли. Тот педикюр, который введет в ступор даже самого опытного мастера. Не переключайся и слушай полную историю этих ногтей. Сегодня предстоит интересная коррекция и не менее интересная история создания этих ногтей. Но давайте все по порядку. Признаюсь честно, это первое видео, где у меня есть постановочная сцена, и она будет прямо сейчас. Естественно, как разбываются клиенты, я не снимала никогда. Но в данном случае я попросила клиентку обуться обратно и повторить момент снятия башмаков уже на видео. О, это типичный момент! Поймите меня правильно, но не могла моя блогерская душонка пропустить такое зрелище и не показать вам. Ну и перейдем к истории, что же все-таки произошло. А произошло следующее. У девушки на носу свадьба, и она решила сэкономить на педикюре, так как ножки все равно будут в туфельках. И кроме мужа ночью, ногти на ногах увидеть не должен был никто. Она искала мастера, но по счастливой на тот момент случайности в подъезде на подоконнике вместе с квитанциями были разбросаны визитки. И девушка решилась, она думала, что это подарок судьбы. Предварительно договорившись, девушка пришла на педикюр. Оказалось, что мастер работает на дому, но это никак не насторожило клиентку, ведь не является показателем профессионализма, либо же наоборот. И здесь придраться не к чему. Продолжение истории я буду рассказывать по ходу видео, а пока давайте остановимся и рассмотрим все же сами ногти. Ничего другого, кроме как быцван, на этот палец с ногтем я сказать не могу. Именно это слово приходит как ассоциация. Я закидывала видео с этими ногтями в свой ТикТок, и самый любимый мой комментарий был таков. Я смотрела видео с дочкой, и она спросила: «Мама, это что, ногти из пластилина?» Вы знаете, на самом деле это похоже на ногти из пластилина, но, к сожалению, это гель. И просто так от него, как от пластилина, не избавишься. С дизайном, конечно, здесь тоже все в порядке. Клиентка просила свадебный френч, возможно, с каким-то небольшим узором. Но мастер постаралась, так постаралась. И блестяшки, и узоры, и френч, и даже волосня с носков налипла. Короче, все, что душеньке угодно. Хотя, вы знаете, даже у меня иногда возникают проблемы с выбором дизайна. И когда я затрудняюсь и не могу определиться, что же хочу сделать на ногтях, я захожу в один телеграм-канал. Здесь все чисто про ногти. Классные дизайны и необыкновенный выбор. От самых популярных на любой вкус и цвет. И если у тебя также возникают проблемы с выбором дизайнов, или ты просто любишь полистать картинки с ногтями, переходи в эту группу и листай на здоровье. Ссылку на канал я скину в описании под видео. Помимо своей толщины и шикарного дизайна, на ногтях еще забыли снять липкий слой, либо забыли перекрыть это все топом. Не столь важно. Важно то, что на ногтях налипло все, что только можно. Шерсть, отпечатки носков, пыль. И ведь это не вина клиента. И забыла уточнить. Этим ногтям час от роду. Максимум 2. Девушка даже не вернулась домой, а сразу, по возвращению в свою любимую машину, судорожно начала искать мастера, который сможет исправить в кратчайшие сроки эту красоту. И, слава Всевышнему, эти ноги пришли ко мне. Первое, что мы делаем, это снимаем остаточную липкость. А дальше необходимо перейти к тому моменту, который я боялась больше всего. Это к снятию старого материала. Потому что здесь материала просто капец. Реальный капец. Да, капец. Насадку беру грубый хамелеон и приступаю. Если честно, с моим стажем более 8 лет я такое вижу впервые и, приступив к работе, я реально не знала, с чего начать. Я просто-напросто растерялась. Я не знала даже, под каким углом поставить фрезу и каким образом снимать этот кошмар. В общем, я решила насадкой не водить по ногтю туда-сюда, а вначале определить глубину материала. Поэтому прорываю яму до натурального ногтя. Но в то же время, прорывая яму, не стоит забывать про натуральный ноготь и про то, что он может нагреваться, тем более с таким огромным количеством материала. Периодически трогаю ноготь, гель, не знаю, что я трогаю, просто чтобы это место не нагревалось.
И, о боги, я докопала до натурального ногтя. А теперь посмотрите глубину, насколько много здесь навалено материала. Я не знаю, что было в голове у мастера и вообще как это происходило. Причем, по рассказу клиентки, у мастера на стенах было кучу всяких грамот, дипломов. Понятно, можно распечатать на принтере что угодно, но факт остается фактом. Далее, чтобы примерно понимать, где натуральный ноготь, я спиливаю с торца. Видимо, предыдущий мастер хорошо запомнил, запечатываем торец ногтя. Короче, это все запечатку я спиливаю. Единственное, о чем я жалею, когда я делала ногти, видимо от того, что я растерялась, я не измерила толщину наваленного материала. Вот это я действительно жалею. Ну да ладно, что есть, то есть. И, как видите, я продолжаю снятие, все продолжаю, а материала как будто не уменьшается. Причем, напомню, я использую самую грубую насадку, и нажим на материал я делаю довольно сильный. И хочу поделиться с вами своими мыслями во время работы. Работая с этим ногтем, с первым, у меня в голове была мысль: о боже, это только первый ноготь из 10. Ведь их еще 10. И я реально поняла, что подписала себя на нелегкий труд. Боже, девочки, вы не представляете, насколько у меня было счастье, когда я наконец-то начала докапываться до натурального ногтя. Причем обратите внимание на искусственный материал, как он отлетает от ногтя целыми кусками. Создается впечатление, что сцепки с натуральным ногтем здесь нет никакой. А если поколупать это все, то видно, что гель еще и не просохший. Он мягкий, в некоторых местах даже жидкий. И я, недолго думая, решила подколупнуть этот гель. Я надеялась, может, мне удастся избавиться от материала намного легче, нежели спиливать его. И мне это удалось. Я нашла слабое местечко, подколупнула и с легкостью сняла это безобразие с ногтя. А вот теперь скажите, девочки, почему мы удивляемся, что столько болячек на ногтях появляется, и аллергии, и анихомикозы, и анихолизисы? Ну а как можно оставлять непросохший материал на ногте? Как? И это я сейчас не беру в учет эту толщину материала, ведь я так думаю, это эксклюзив, что такого больше, надеюсь, не будет ни у кого. Ладно, повозмущались и хватит. Продолжаю снятие материала. Здесь ноготь, слава богу, поменьше, но он такой же толстый, но поменьше. Ну и пока я пилю, продолжу историю. Клиентка пришла и с фразой, что ее ногти короткие и обломанные углы, она хочет сделать наращивание на ногах. Естественно, сейчас у всех славянских мастеров возникло возмущение. Но нельзя наращивать ногти на ногах. Но я считаю, что клиент не должен знать все правильные и корректные формулировки в нашей с вами деятельности. И глядя на ноготь, мастер сам должен понять, что конкретно здесь необходимо. И клиентка, скорее всего, имела в виду нарастить уголки, чтобы ноготь не был круглым. Но не как вот это все. Ну а пока я истончила материал до нормального состояния и решила проделать тот же фокус, который делала на первом пальце, и попытаться отковырять этот гель. И вуаля! Гель прямо отщелкнулся. Далее я решила не мучиться и не испытывать себя и свои нервы. Я решила попробовать и отколупнуть сразу гель с ногтя, ничего при этом не спиливая. Взяла подходящий инструмент и начала искать слабое местечко, подколупывать и стараться где-то подцепиться. При этом, естественно, я уточняла у клиентки, не испытывает ли она боль или дискомфорт. Не прошло и минуты, это слабое местечко я все же нашла. И хопа, все, ногтя как и не было. Вот такой кусманище. Никому не надо ногти на продажу. То же самое делаю с мизинцем. Конечно, в этот момент у меня от нервов прямо потели ладошки. Сложилось такое ощущение, что я прямо сейчас даю экзамен по физиологии у строгой преподавательницы Варвары Ильишны. Экзамен сдан успешно, и теперь смотрите, что же я отколупала. Вот это вот должно было быть на ногте. Здесь хоть ложкой выгребай. Избавившись от этого ужаса, избавляюсь от его последствий, от кучи пыли. Для этого мне удобно использовать обычный помазок. Такой использовал мой дедуля для бритья. Он мягкий и отлично очищает пыль с больших поверхностей. А еще он не боится кипятка и дезрастворов.
пощекотали клиенту ножки и беру холодное оружие. Использую щипчики Smart 71 14 мм режущее полотно. Эти щипчики хорошо подходят для вросших ногтей. Но и срезать длину ими также очень удобно. Свободный край ногтей, как и предполагалось, круглый. Для того, чтобы визуально его немножко исправить, срезаю длину лишь с центральной части. Во время среза ногтей на ногах необходимо придерживать свободную часть ногтя. Своим большим пальчиком прикрываем верхнюю часть режущего полотна. Таким образом, ноготь не отскочит и не угодит в глаз ни вам, ни клиенту. Ну и продолжаю историю. Закончив процесс наращивания, клиентка увидела свои готовые праздничные свадебные ногти и, мягко говоря, была в шоке. Сейчас, я так думаю, возникнет вопрос у многих, неужели в процессе работы она не видела, что происходит с ногтями? Ну, слушайте, девочки, большинство из нас во время процедуры не смотрим на сам процесс. Мы доверяем мастеру и смотрим либо телевизор, либо клацаем телефон. И я так думаю, что здесь была та же история. Ну и факт остается фактом. Ногти уже сделаны, и они таковы. Слава богу, моя клиентка не из робких и, естественно, тут же высказала свое негодование и возмущение. Вначале, естественно, в корректной форме. И знаете что? Мастер требовала заплатить за процедуру. Мол, я потратила на вас материал и время. Не, конечно, понимаю, ты навалила материала от души, но ведь тебя об этом никто не просил. А как же разрулилась вся эта ситуация, я скоро расскажу. Дальше необходимо поработать с кутикулой. Да, большая радость состоит в том, что предыдущий мастер не касался кожи. Беру насадку-цилиндр и ставлю ее прямо на кутикулу. Так я избавляюсь от тонкой стелящейся кутикулы. И шлифую кожу у торца ногтя. Продолжая историю моей клиентки, хочу уточнить. Я у нее спрашивала, почему же она не снимала в этот момент спор, платить за педикюр или не платить, на видео. Ведь сейчас это очень популярно. Такие видео быстро залетают в рекомендации в ТикТоке. На что она мне ответила, что она была в шоке и в растерянности и вообще в таком состоянии, что она просто хотела поскорее выйти отсюда и, ничего не платив, просто уйти. Я думаю, что это благодаря тому, что она не из робкого десятка, она не хрупкая дюймовочка, а уверенная, статная девушка, которая может постоять за себя в таких ситуациях. Как и что происходило в подробностях, я не буду рассказывать, потому что я там не присутствовала. Но самый главный аргумент, который выдвинула моя клиентка, который стал причиной отказа платить и причиной переделывания ногтей, является факт, что она просто не влезет в свои свадебные туфли. Да какие там туфли? Она в тряпчаные кроссовки еле влезла. И благо она была в кроссовках, ведь за рулем она всегда одевает легкую и удобную обувь. Да чё уж говорить про туфли. Она реально еле в кроссовки влезла, причем при этом продрав все свои чулки, которые брала на запас, чтобы примерять туфли. Эмоций моя клиентка сегодня набралась с головой. Я тем временем работаю с мизинцем. Хочу обратить ваше внимание. В работе с мизинцем птериги необходимо зачищать намного тщательнее, ведь мизинец больше всего поддается давлению обуви и внешним факторам. Многие из вас хоть раз ударялись мизинцем об угол кровати или об ножку стола. Так вот, эти внешние воздействия приводят к тому, что на мизинце нарастает кожа. И перед покрытием предварительно ноготь необходимо тщательно очистить, что я и делаю. Далее я беру быстродействующий ремувер для кутикулы. Он размягчает кожу буквально за 7-10 секунд. Оставляю пару капель на ногте. С помощью пушера распределяю средства в нужные мне места. Особенно около боковых валиков в зоне вроста ногтя. Буквально через 10 секунд можно приступать к работе. Пушером сошкрябываю раскисший птеригий.
С помощью топорика подчищаю его, а также в этот момент отклеиваю кутикулу от ногтя. С помощью экскаватора вычищаю грязь из-под ногтей. Также в этот момент избавляюсь от сухих, давно забытых подногтевых мозолей. А еще этот инструмент является отличным помощником в выявлении вросших ногтей. Обнаружение вросших ногтей является важным моментом в педикюре. Здесь с ногтями, слава богу, все в порядке. Никаких вросших ногтей. Лишь небольшие подногтевые мозольки, которые мы без проблем вычищаем. Так как я использовала кислотный ремувер, его действие необходимо нейтрализовать. Это можно сделать как специальным средством, так и салфеткой, смоченной водой. Вода является отличным, безопасным и дешевым нейтрализатором. Тщательно протираем ноготь и околоногтевую кожу. Далее беру такой инструмент, как накожницы. Это в принципе то же самое, что щипчики, но здесь есть пяточка. Именно этим инструментом производится срез кутикулы на ногах. Производить срез этим инструментом довольно легко. Работает лишь кончик режущего полотна. Немножко заводим инструмент, а для того, чтобы сделать срез, нажимаем на ручки и отводим инструмент назад. Работаем маленькими шагами. Также срезаем сухую кожу с боковых валиков. И подчищаем места в зоне вроста ногтя, ведь там еще могли остаться сухие мозоли. Важный момент. Работать нужно только с сухой кожей. Бывали у меня клиенты, которые приходили прямо со свежесрезанной кожей. Боковые валики, такое чувство, что просто сгрызали. Итак, по очереди я работаю с каждым пальчиком отдельно. Так как это быстродействующий ремувер, не следует его наносить сразу на все пальцы. Работайте поочередно. Проделываю с мизинцем то же самое. Подсекаю кутикулу, чтобы отклеить ее от ногтя. В этот момент счищаю птеригий. Затем нейтрализую действие ремувера. И срезаю остатки кутикулы. Все то же самое. Завожу инструмент, нажимаю на ручки, зажимается кутикула и инструмент отвожу назад. Беру одноразовый набор, пилка, бафик и апельсиновая палочка. Бафик фиксирую большим и безымянным пальцем. Средний и указательный делают упор сверху. Зашлифовываю всю ногтевую пластину. Меняю захват и шлифую ноготь около кутикулы. Небольшой совет. Если вы использовали ремувер для размягчения кутикулы, ноготь после в этой области необходимо зашлифовать намного тщательней. Также следует обработать дегидратором и праймером, ведь ноготь как-никак, но часть ремувера впитал. Продолжаю зашлифовывать ногти. У мастеров, которые только начинают работать с ножками, часто возникает вопрос, как правильно захватить палец. Показываю. Вам потребуется 3 пальца: указательный, средний и большой. Указательным и средним хватаем палец как сигаретку, а большим пальчиком оттягиваем палец клиента вниз и фиксируем. Ногти на ногах зашлифовываю жесткой стороной бафика с абразивностью 100 грит. Не путайте, абразивность пилочки и бафика с одними и теми же цифрами будет разная. Одноразовой пилочкой с набора шлифану торец ногтя и немного скорректирую, сглажу край.
Также слегка сглаживаю углы ногтя. Углы ногтя ни в коем случае не следует запиливать и заводить глубоко пилку, ведь вы можете спровоцировать врастание ногтей. Немного щекотки для клиента, заодно и уберу пыль по мазкам. А после зачистки хватаюсь за спиртовую салфетку. Именно спиртовую, не антибактериальную. Ею тщательно протираю ногти, избавляюсь от пыли в самых удаленных местах, а после беру такое средство, как дегидратор. Это средство наношу на ноготь и околоногтевую кожу. Высыхает оно мгновенно и временно обезвоживает ногтевую пластину. За ним идет праймер, который наносим лишь на ноготь. Во время работы мне было так интересно наблюдать за клиенткой, которая то и дело смотрела на свои ноги. Иногда это, конечно, мешало, но я ее понимала. Далее беру базу. В этот раз взяла фирму Камильфо, чтобы у моей клиентки тоже все было камильфо. Мазок из базы оставляю на каждом ногте. Беру удобную для меня кисть, в этот раз не широкую, так как ногти на ногах мелкие и промазывать широкой кистью, не зацепив кожу, будет тяжело. Кисть макаю в материал, оставленный на ногте, полностью пропитываю, а затем материал втираю в ноготь. Интересный факт, который рассказала мне клиентка о посещении предыдущего горе-мастера. Оказывается, во время своей работы она тоже снимала видео. Был записан весь процесс создания. А теперь объясните мне для чего. Я уже думала, может, это был стёб или хайп. Я действительно не знаю, что и думать. Поэтому, как говорила великая Ольга Бузова, мои люди, если в интернете вы увидите эти ногти, пожалуйста, скиньте мне, я хочу на это посмотреть. Я в конце концов должна знать, что преследовала мастер, какие цели были в создании этих ногтей. Ну а пока я болтаю, ногти уже сохнут в лампе. Перед покрытием цветом пушером я еще раз аккуратно подталкиваю и отодвигаю кутикулу. Также проверяю боковые валики и кожу в торце ногтя, чтобы ничего не было приклеено. Иногда бывает и такое. Затем беру гель-лак фирмы Beauty Lux, топового, хитового цвета этого сезона, и покрываю весь ноготь тонким слоем. Стараемся делать так, чтобы гель-лак ни в коем случае не попал на кожу. После этого я добавляю капельку гель-лака и делаю выравнивающий слой. Так я добавляю насыщенности. Сразу хочу отметить, что выравнивающий слой гель-лака и выравнивающий слой базы – это не то же самое. Гель-лак толщины ногтю не даст. Хотя, кто его знает, у кого какие таланты бывают. Тонкой кистью волосок я помогаю завести гель-лак близко к коже и прокрасить в труднодоступных местах без затеков. И отправляю сушиться в лампу. В педикюре я сначала крашу один большой ноготь, затем сушу его в лампе и перехожу к остачьям, к маленьким 4 пальцам. Вот их я крашу одновременно. Покрываю все ногти тонким слоем. Смотрю, как от радости подтанцовывает моя клиентка. Меня это радует и вдохновляет. После добавляю по маленькой капельке на каждый ноготь, капелька выравнивающая. А с помощью тонкой кисти волосок, помимо того, что я помогаю прокрасить в труднодоступных местах, я еще распределяю гель-лак и, если это необходимо, убираю излишки. Гель-лак хорошо самовыравнивается и отлично перекрывает ногтевую пластину. Отправляю в лампу. Так как клиентка шла на педикюр именно за френчем, за стандартным свадебным дизайном, то и я буду делать френч. Для этого я беру гель-краску фирмы Coty и кисть-лайнер. Кистью нагребаю каплю материала и выкладываю ее на перчатку. Мне удобно работать с перчатки. Ну а дальше, так как кисть я уже полностью промокнула в гель-краску, начинаю рисовать френч.
Френч тоненький, так как длины ногтей здесь нет. Единственное, было тяжело сориентироваться, ведь точной и конкретной формы на ногтях здесь нет. Здесь нет четкого квадрата, также нет четкого овала или круглых ногтей. Здесь попытка сделать квадрат, поэтому, рисуя френч, никаких схем я не использую, ориентируюсь лишь по линии, которая находится прямо параллельно кутикуле. Короче, я рисую френч на глаз. Нарисовав, сушу в лампе. Небольшой совет. Нарисовав френч на одном пальце, подсушите его в лампе. Ведь вы можете, рисуя френч на соседнем ногте, случайно задеть соседний пальчик, смазать все, что вы нарисовали, и придется вам стирать и перерисовывать все заново. Так что будьте продуманными и фиксируйте свою работу. Так сказать, сохраняйтесь. Высушив весь френч, я все ногти перекрыла топом. Остается смазать пальчики маселком, что я и делаю. На каждый пальчик, не жалея, наношу масло для кутикулы, чтобы, так сказать, принцесса прямо-таки вскользнула в свои туфельки. И ногти готовы. Вот вам результат. Кстати, сейчас мы снимаем результат ногтей на той самой коробочке, где лежат те самые заветные туфельки, которые в этот раз клиентка взяла с собой, чтобы сразу после процедуры примерить их, и никаких казусов не возникло. А теперь хочу поговорить о цене. Вообще, если я снимаю интересные случаи на видео, с людей деньги я не беру. Да и в принципе тут я их брать не собиралась. А потом подумала и поняла, я проделала такую работу все потому, что клиентка пыталась сэкономить, а, как вы знаете, скупой платит дважды. И я решила, что это будет для нее уроком. Экономить на себе нельзя. Особенно если это хоть как-то частично касается вашего здоровья. Те же нервы и та же возможность проблем с ногтями после подобного педикюра. Напишите в комментариях, взяли ли бы вы оплату на моем месте или нет. Кстати, в результате клиентка осталась не просто довольна, она была счастлива. И еще оставила мне приличную сумму на чай. А после свадебного путешествия пришла ко мне на коррекцию. Я только не поняла, у нее свадебное путешествие было 2 месяца? Надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Скорее всего, оно вас удивило. Не переключайтесь, дальше больше. Пока-пока.